Французам не дадут вернуться на АвтоВАЗ за 1 рубль, планы поменялись. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Французский концерн Renault не сможет вернуть свою долю в АвтоВАЗе за символический 1 рубль, заявил глава компании Максим Соколов. Как подчеркивает топ-менеджер, несмотря на наличие у Renault опциона, действующего до 2028 года, возврат французского автопроизводителя в капитал российского завода возможен лишь при одном условии – полной компенсации всех инвестиций, которые АвтоВАЗ вложил в импортозамещение и развитие с 2022 года. За этот период компания направила на эти цели 112 миллиардов рублей. Сумма эквивалентна более миллиарду евро. За миллиард евро за 3 года можно новую модель с нуля сделать и запустить в производство. Что сделал ВАЗ за эти деньги? Интересно, что остановит французов? То, что заявил Соколов о возмещении 112 миллиардов рублей инвестиций, которые понесла российская сторона, это все фигня. Если в договоре указана продажа пакета акций за 1 рубль с опционом выкупа за тот же рубль, значит российская сторона будет обязана вернуть эти акции за 1 рубль. То, что за 3 года временные владельцы акций Renault зачем-то вложили 112 миллиардов, это их проблемы. Акции будут возвращены независимо от того, сколько сейчас стоит этот пакет акций, и независимо от того, сколько за это время было вложено денег. А если эти инвестиции госпомощь, то можем забыть об этих деньгах. Французы за них никакой ответственности не несут и по закону просто вернут свои около 70% акций АвтоВАЗа за 1 рубль и ничего никому больше платить не будут. Вот если бы эти 112 миллиардов были выделены в виде кредитов от государства, тогда можно было бы потребовать с французов возвращения части этих денег. Почему только части? Да потому что около 20% АвтоВАЗа принадлежало Ростеху еще до ухода Renault. Вроде у нас каждый второй чиновник юрист, а договора составлять не умеют. Можно было французов так нахлобучить, что они бы сами отказались от возвращения своей доли. Ранее Renault владела 68% акций АвтоВАЗа через совместное предприятие с госкорпорацией Ростех. Однако весной 2022 года в условиях усиления антироссийских санкций концерн вынужден был продать свои активы в России. Пакет акций был передан государству в рамках сделки, по которому Renault получила символический 1 рубль. При этом французской компании оставили опцион на возможность выкупа своей доли обратно. Однако, судя по последним заявлениям, вернуть контроль над крупнейшим российским автопроизводителем на прежних условиях у Renault уже не получится. Начнем с заявления гендиректора Renault Луки де Мео, которому отечественные защитники всего хорошего против всего плохого поспешили приписать непреодолимое желание вернуться в Россию, сразу же как только к власти в США вернется Трамп. Однако сам француз сказал следующее: «Я бы предпочел сосредоточиться на будущем, чем наверстывать упущенное, но мы деловые люди. Если появляется бизнес-возможность, мы пытаемся ею воспользоваться». И далее он произнес: «Честно говоря, я не думаю о таком сценарии, потому что все меняется с завидным постоянством. У нас есть опцион, посмотрим, как пойдут дела». Где же та самая фигура умолчания? Вот она. Хочется избежать ненужных сравнений, но трудно не напомнить господину де Мео, что в 2022 году эти же самые деловые люди без особых колебаний отказались от своих бизнес-возможностей в России, зафиксировав 2,2 миллиарда евро убытков, что повлекло за собой падение акций Renault на 35%. И в завершении своей речи Лука де Мео подчеркнул, что у его компании есть и другие приоритеты, куда более значимые, чем возвращение в Россию. Развитие электрического и гибридного транспорта для соответствия жестким экологическим требованиям ЕС. Ответ французскому бизнесмену не заставил себя долго ждать. Сергей Семенович Собянин заявил: может, он и не исключает, но вряд ли ему что-то светит. Стоит отметить, что Москва здесь ни при чем. У Renault нет опционов на заводские площадки в столице, и они уже заняты выпуском москвичей. Значит, речь идет о возвращении компании в капитал АвтоВАЗа, на который тот самый опцион у Renault имеется.
Однако пресс-директор российского автогиганта Сергей Ильинский заявил, если будет принято решение о возможности их возвращения на определенных условиях, конечно, мы не боимся конкуренции в рыночных условиях, где все работают по единым правилам. Разумеется, АвтоВАЗу нечего опасаться. Экономические преференции, которыми он пользуется, обеспечивают компании комфортное существование. Однако в словах Ильинского можно заметить важный нюанс. Он говорит не о сотрудничестве, а о соперничестве, что фактически означает обесценивание того самого опциона Renault. Тем не менее, следует признать очевидное. Без господдержки тольяттинский автопром не сможет конкурировать с французами на равных, поскольку технологический уровень его продукции остается удручающе низким. Из заявлений российских чиновников следует, что господдержка отечественного автопрома будет продолжена. Так глава Минпромторга Антон Алиханов подчеркнул: мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. А первый зампред правительства Денис Мантуров добавил: мы будем рассматривать возвращение тех, кто ушел, так же пристально, как они уходили в 2022 году. Будем анализировать каждый случай отдельно и искать выгодные решения. Однако подобные размытые формулировки лишь подтверждают отсутствие четкой стратегии в отношении автопроизводителей, ранее покинувших российский рынок. Президент Владимир Путин сформулировал проблему следующим образом: прошу правительство подумать, как отрегулировать взаимодействие между нашими предприятиями и зарубежными конкурентами, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но тем не менее нам же создали трудности, значит мы можем соответствующим образом отрегулировать их возвращение. Однако, поскольку глава государства не дал конкретных указаний, то чиновники, скорее всего, пойдут по пути наименьшего сопротивления. Если международные автоконцерны начнут прощупывать почву для возвращения, им будет дан зеленый свет, причем весьма вероятно на льготных условиях. Как ни крути, но сотрудничество с иностранными брендами выгодно российскому автопрому. Функционеры отрасли уже упустили шанс получить передовые технологии в период, когда между Россией и Западом был период относительного сотрудничества. Теперь разработка собственного автопрома требует огромных усилий, на которые не все готовы пойти. В результате не исключено, что лоббирование интересов зарубежных производителей повторится, особенно если это будет в интересах АвтоВАЗа. Как в анекдоте «Кто ты? Я понял». Осталось о цене договориться. Напишите в комментариях, как вы думаете, дадут ли французам вернуться за рубль. Ну и обещанная мною шутка. Брат твой все время в поездках. Из леса, можно сказать, не вылазит. А ты-то чего всю дорогу дома в телефоне сидишь? Ну так я же не в розыске. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.